Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, и мы продолжаем выживать на Марсе в игре Stationers. В прошлой серии я посадил наконец-то пшеницу, эти три кустика, три семени, которые у меня были, больше у меня ничего нет, это резерв, я имею в виду, ничего нет именно по пшенице. Я надеюсь, она вырастет, и мы получим с нее плоды, начнем делать шоковые батончики. Сейчас я планирую заниматься наблюдением за пшеницей и смотреть, разбираться, как сделать солнечные панели поворотного типа, чтобы они следили за солнцем, потому что сжигать постоянно в атмосферу углекислый газ выпускать, ну, хотя его там и так много, но им еще сжигается много всего ненужного. Я игру специально не перезагружал, она вот так вот стоит на эскейпе. Сейчас сохраню и посмотрим, что здесь у нас с пшеничкой. Значит, по пшенице у нас есть как бы недостатков нет, да? Стресс освещенности 7% был 8. Есть ограниченные температуры, есть эффективность роста. Вот эти два куста я высадил немного позднее. У них эффективность роста сейчас больше. Я их высадил чуть позже, когда убедился в том, что этот кустик первый пошел расти. У меня здесь все на чипах. Кто смотрел прошлые серии, мог видеть, что у меня автоматизировано освещение и автоматизирована система нагрева и охлаждения. Также я начал экспериментировать с радиаторами. И я еще напечатал несколько солнечных панелей. Сейчас я буду заниматься их автоматизацией. У меня есть раз, два, три, четыре, пять панелей. Мне нужно заменить, я думаю, сразу проводку, потому что может быть бабах, как мы уже знаем. Ну, 5 киловатт. Сколько эти панели, надо выяснить, сколько эти панели могут. Solar панель. Они максимум могут брать. Солнечная. Вот набор солнечная панель. С нее получается вот такая панель. Она максимально генерирует 500 ватт. Со стопроцентной эффективностью, да, она будет давать 500 ватт. Значит, заменять, наверное, не надо проводку, но я все равно заменю, потому что рано или поздно это надо делать. Буду сразу ставить. А у меня там генератор работает. Пойду его выключу. Холостую работает. Так, что это у нас такое? Да, это проводка идет. Я и не помню, куда идет тут кабель. Да, он должен, собирался у меня идти. Ясно. Здесь он выходит. Что? Должно быть ничего. Проводка снизу. Посмотрим. Вот зайду. Посмотрю. Да, здесь какой-то кабель. А, вот он. Ага, я понял. Это солнечная панель еще одна. Ну, понятно.
Надо его выковыривать. Ими вот уголками, я думаю, мне получится его выковырить. Как если не с улицы придется выковыривать, да? Хотя, вот я достал. У нас вот эта панелька, она отдельно стоит, и ее с этим кабелем нельзя пересекать ни в коем случае. Давай я даже вверх подниму. Так вот его проведу. Чтобы я его видел. Не догадывался в следующий раз. М? Теперь она соединена со всей сетью. Так. Ну, это долгое занятие, конечно. Ковыривать провода. Как его не ускорить? Что с ним не сделать? Разве что только на видео ускорение включить. Я так и сделаю, конечно же. По-моему, надо еще эти панели ставить под 90 градусов. Вроде бы как. Направление должно быть. Ну, будем смотреть. Если что, поменяю местами. Там сильно не разбираюсь, какой градус ставить, какие панели. У моего инженера совсем другой профиль. Эти не подсоединены. Здесь у нас да, она растет. Она растет.
Так, ну что, вроде бы я всю сеть соединил. Сейчас буду проверять, вся ли сеть, цельная ли. Для этого я возьму анализатор сети и посчитаю, сколько мне солнечных панелей. Раз, два, три, четыре, 6. То есть этих у меня 3. Еще раз пересчитываю. И 3. 6 обычных панелей. 4 и 5 больших. Ну и как я это могу понять? Где-нибудь, где у меня выходит сеть на батарею. Так, а на батарею сеть у меня там аж выходит. С батареи. Ну, я, наверное, оденусь и схожу, посмотрю. Низкий заряд. Вот как она уже в стебли прям вытянулись. Идем посмотрим. Да, ну я мог провалиться, конечно же. Выковырял. Забыл, да? Посмотрим вот сюда наверх. Что у меня здесь с проводами? Вот у меня кабель, да, идет силовой. Этот силовой кабель выходит вот сюда. И вот тут вот стояк, можно так сказать, стоит кабельный, который заходит в итоге в батареи. Смотрим, сколько у нас здесь чего есть. Трансформатор, генератор и вертикальный ветрогенератор. Все? Получается, да. А солнечные панели куда идут? Или они все это время у меня никуда не шли? Будет эпик фейл, если я действительно... Солнечные панели, значит, что у нас здесь? 2, 3, 4, 5. 5 плоских, 4 больших. Еще где-то одну плоскую потеряли и одну большую потеряли. И понять бы, где я накоролесил. Я, наверное, отрезал, когда занимался вот этим вот делом. Кресил я здесь их и резанул в прошлый раз. И радостный бегал. Так. Ну что, я соединил теперь весь этот электроузел. Там у меня все разведено. Критический уровень обезвоживания. И я мог потерять еще одну панель. Здесь вроде бы все цельно, да?
Там 2, 3 этих, 4. Вот она вся цельная, эта линия. Вот сюда она должна заходить. Рассмотрим. Так, 2 плоские. 3, 4 плоские. Должно быть 6 плоских панелей. И раз, два, три, 4 больших. Потерял где-то. Ой, где ты потерял? Тут раньше заходил выход. Этот выход идет с верхней панели. Ну, в смысле, вот тут он проходит сверху у меня. Да, заходит, и это уже сеть внутри помещения. Растет, растет, отлично. Хочется, да? Два, три, 4 4 плоских. Эти подсоединены. Это где подсоединены? Где ты подсоединяешься? Вот здесь ты должна подсоединяться. Вот у нас одна потерянная панель. Так, и вот это, скорее всего, вот она. Панели нашел, солнечные плоские. Что по большим? Раз большая, два большая, 3, 4, и вот пятая. 5 больших панелей должно быть. Там у меня провод цельный. Туда он выходит. Ух. Так. Где? Две панели плоские, 4 панели плоские. 5, 6. 6. Здесь. Да, пятая, третья, четвертая. Одной нет. А вот она одна спряталась. Все на месте. Теперь все на месте. Так, а сколько стоит в изготовлении какой-нибудь баллончик с краской? Например, вот синий леза. Или оранжевый. Оранжевый. Лезана. Краска. Будет у нас краска оранжевая. Леза. Да? Оранжевую краску. И
Сейчас я, наверное, на улице ее. Моточек покрашу. Так. Краска в инструмент не ложится. То не есть удобно. Да ладно. Надо подняться. Да? Я думаю, дать вот этот кусочек. Так. Оранжевым покрасить. Ну и изнутри то же самое сделать. Я, получается, все это время жил после того, как поставил батареи, чисто на батареях и генераторе. Я даже не подозревал, что солнечная энергия не поступает. Красавчик просто. Так, вот она оранжевая. Да? Будет у нас входной кабель электрический. Вот так, оранжевого цвета. По крайней мере, он не будет путаться теперь с основными кабелями. Так, и что там по пшеничке? Растет активно, пока не дает семена. Ну что, подождем. Она такая красивая, заколосилась. Это прям стебли надежды. Не знаю, как это по-другому назвать. То есть вся вот эта машинерия, она на самом деле ничего не стоит без наличия еды. Потому что инженер просто умрет. У меня 2 батончика осталось. Мне надо еще получить с этой пшеницы семена. Хм. Так, ну подождем, пока она расти. Красить я внутри помещения ничего не буду, не хочу токсинами загрязняться. Так, ладно, мне надо понять, что сейчас происходит с электричеством. Куда я его в руки взял? Зачем я его в руки взял? Включись. Голову. Сюда. Так, так. Что у нас сейчас? Вот солнышко взошло, да? Я могу, в принципе, так поставить. 105 это дает. 109 вот это. В принципе, они одинаково дают. Что у нас здесь по сети гуляет? 1,5 киловатта почти гуляет по сети. Источник энергии. 1,5 киловатта. Но это 1,5 киловатта, это вместе с ветрогенератором. Форматор потихонечку подъедает. Ну, вот вертикальный ветрогенератор, он крутится, но практически ничего не дает. Здесь особо и не видно, что кто-то что-то давал, но потихонечку все потихонечку дают. В итоге 1,7 киловатта, 14 устройств. Хорошо, вот солнце. Что по эффективности? 32%, 26%. То есть я не выжимаю максимальную эффективность сейчас с этих солнечных панелей.
Так, мне нужны... Датчик солнышка мне нужен. У нас датчик солнышка. Давай будем смотреть, где мои чипы. Да. Тут чипы. Чип памяти мне надо или не надо? Да подумаем. Думаю, понадобится. И очень даже понадобится. Все, я обратно не выбросил. Чип. Памяти. Давай, наверное, их 2. Чтобы она не загнулась, пшеничка. Вот. Пшеничка. Растет активно, пока не дает семена. Ждем. Порт даст 5 штук пшеницы. Интересно, она семена, та же пшеница, ее можно садить назад или еще нужно отдельно семена? Я вот не знаю. Значит, сбор дает 5 штук. Я пока не буду собирать, посмотрю, что такое, пока не дает семена, дает, не дает, посмотрим. Я надеюсь, она не перейдет в фазу гниения в какой-то момент. Так, где я буду разводку делать по электрике? А на втором этаже у меня там есть как раз стекла, вернее стены. Стены. Вот тут я их, пожалуй, поставлю. Прям на стекле, наверное, могу, да? В потолке могу. Хотя да, могу. Здесь могу поставить. Ну, хорошо. Мне нужен читатель угла наклона. Давай зашьем с той стороны. Делаем. Блин, а уже места не хватает под чипы. Чипы прям... Еще одна солнечная панель потом, чуть позже. Две пойдет. У этой 0, эффективность 0, 0 и 0. Ну, солнце заходит, понятно, где по нолям. Это моя пшеничка. 5 штук можно получить. Хорошо, значит, что нам надо? Чип ввода-вывода. Читаем, пишем. Читаем. Пишем. Включимся к сети.
И мне нужно вот здесь вот подключиться к сети уже к внешней. То есть я буду в солнечной панели писать. А дата-сеть вот она от солнечных панелей. Мне бы желательно здесь не порвать провода. 4 штуки осталось, да, и ничего не покрашено у меня. Я вот думаю, сеть там мощная. Давай я срежу. Ну вот так. Это у нас сеть логического вывода из Writer. Это сюда. Читать мы будем. Читать мы будем вот это устройство. Daylight Detector. Вот он. Читать мы с него будем горизонталь. Учись. Нет? А чё нет? Сеть же здесь есть. Ага. Понятно. Сеть-то есть. Питания нет. Вот. Что у нас по горизонтали? 130 градусов горизонталь. Так, и писать мы эту горизонталь будем тоже. Вот это подсветить, вернее подписать. Это у нас будет Solar Horizon. Горизонталь солнечная. Брайтер, наверное, не подписан. Solar Horizon. Читаем. Солнечные панели. Ага, надо здесь batch writer, а не обычный. Так, я только в один могу записать. Вот, batch writer. Так, еще раз Solar Horizon берем отсюда. Солнечная панель плоская, солнечная панель. Это какая плоская? Что обычная? Чип множество записи сам в себя получается. Вот солнечная панель обычная. Это плоская. Плоская не надо горизонт вписывать. Она ничего не умеет. Так, и будем писать горизонталь. Включаем, и ничего не получается. Потому что питание не подсоединил. Вот так. Включаем. И вот они погнали крутиться на горизонт солнышку. Ну, если я их правильно разверну, потому что у них еще есть нулевая позиция. Это я уже буду смотреть по ходу. Значит, горизонталь я выставил. С вертикалью вопрос. Я не думаю, что есть смысл округлять это все дело. Так, чип памяти, вот чип обработки. Чем не чип обработки? Мне нужен еще один ридер и writer. Есть только чип памяти и чип обработки. Мне нужно чип ввода-вывода. Здесь по чипам. Ну теперь будет так трещать. Чип ввода-вывода. Мне два их надо.
Что у нас тут? Активность роста 95%. Практически идеальные условия. Активность света, интенсивность света прямо сейчас. Стресс от освещенность 10%. Остаток света нет, нет. Активность полива есть, токсины. Отсутствуют токсины. Как мы эти токсины качаем? Так, ну что, да, у меня теперь есть. Теперь не написано, что оно плодоносит или нет, его можно собрать. Одну штуку семян даст. Давай берем. Собрал семена. Пакетик с семенами получился. Теперь берем саму пшеничку, да? Или можно плодоносить еще подождать, пока она поплодоносит. Так. Сама пшеничка вот собираем. Я могу ее снова посадить? Да. Ух ты, это удобно. Так, и что? 2 семечки пшенички. Она не портится, да? Will decoy complete in 8 часов. Ага. Значит, она портится. Теперь через 20 часов испортится. Ага. Это какое-то у меня... Это яйца порченные. Естественно, я могу обратно его туда, в коробочку? Нет. Понимаю, лучше не вынимать. Вот у меня пшеничка. А вот у меня семя, которое не испортится. Семена я буду откладывать, мало ли. Прятаться. Гудит. А. Ну что, принцип понятный. Значит, будем выращивать пшеничку. Теперь дальше надо будет понимать, что у меня вода заканчивается. И надо будет накопить. Так. Теперь мне нужен ридер. Еще один. Снова batch writer. Будем вертикаль обрабатывать. Но тут не все так просто. Тут нам надо будет чип обработки. Mass unit. И памяти кусочек. И тут нам надо будет это сейчас соединить, опять же. Надо. Тут мы соединяем дата-сеть с электричеством. Теперь масс юнит. Местами, наверное, поменять. Passwriter вот так поставим. Passwriter. Будет масс юнит. Масс ю. Что теперь надо с вот этого врайтера дата-сеть панелей попасть. Бахнуло только что. А, эти переключились. Чтобы нам дата-сеть панелей попасть, нам надо еще провода. Силовые. Кабель.
Так, а по пшеничке? Есть там два штучки, вот, да? И их надо как-то... Мгм. Пока он там делает. Ил на мясе размечтался, а? Так, пшеница. Процессор реагентов. Используем ресурсы пшеница. На что? Скорее всего, вот мука. Мука. Сколько штук надо? Что-то там из муки в микроволновке делается. Как делать процессор реагентов? Мука, микроволновка. Так, вот батончик злаковый. 50 муки нужно. 50 штук муки на один батончик. Хорошо, а муку где сделать? А, Нужна пшеница в процессоре реагентов. Одна штучка, что ли? Ну, давай проверим. Сколько там у меня уже? 20 штук пойдет. Хватит. Достаточно. Так, пока я здесь возился, мне вот это интересно. Где моя пшеничка? Через стакер ее, наверное, прогнать. Стакера второго нет. Я могу отделить? Отделить. Так, открываем. Кладем. Нет? Сюда кладем. Включаем. Ага, один раз надо включить. Вот у меня пшенички 5 граммов получилось. Так, а если я туда ее обратно уже не покладу, да? Так, открываем. У меня еще 5 граммов. Вместе складывается, вместе не складывается. Наверное, через стакер только. И, значит, получается, мне надо 5 семечек пшенички. Нет, 10 семечек пшенички. Это будет 50 граммов. Это будет батончик злаковый. Что? Звучит как начало. Звучит как начало жизни на планете. Пойдем солнечной энергией заниматься, пока пшеничка растет. Еще нужно вот чип памяти. И куда не надо. Да, его надо. В эту датасеть. Добавить. Не знаю, тут надо соединить. Соединить. Клацает. Горизонталь клацает, клацает. Вот это вот нам надо в датасеть попасть с выходом солнечные панели. Мы будем писать вертикаль. Теперь посмотрим информацию.
Солар. Солнечная панель. Усиленная, угловая, двойная, вот обычная. Что? Больше никакой информации? Ну, допустим. Что там по углам вращения у этих панелей? Значит, мы можем придавить на две педальки. Можем подтянуть за два рычажка. Это у нас вертикали, это горизонталь. Но горизонталь уже клацается. 90 градусов. Вертикаль. Так, давай наоборот. 80. 15. Сейчас за 15 градусов минималка, да? Что нам рекомендуют сделать с этим? Умные люди, к которым я в данный момент не отношусь, да? Так, рекомендуют взять 90 градусов, память записать. Потом от этих 90 градусов отнимать вертикальный текущий угол Солнца. Это и будет та вертикаль, которая должна быть на панелях. Ну, хорошо. Тогда вписываем 90 градусов. Тут я честно вам скажу, я с этим разобраться вот так сходу не могу. Информации практически нет. Соответственно, я посмотрел, подсмотрел, послушал у других инженеров, как они это делают. Ну, если брать лор, да, то или фабулу, значит, наш инженер, будучи инженером на одной из станций, где он занимался, там, например, сортировкой каких-нибудь запчастей, проходил легкий курс подготовки на планету перед высадкой. Вот, и наслушался от других инженеров истории, как они, значит, управлялись солнечными панелями. Таким образом, он вспомнил, что нужно взять 90 градусов, отнять текущий угол Солнца и получить угол для панелей. По-другому эту информацию просто никак в данных условиях здесь не получишь. В справочнике ее просто нет. Так, в этот memory я записал 90. Значит, читаем с вот этого. Читаем. Логику я не подключил, сеть логическую. Так. Так. Ставим наш Daylight детектор. Выбираем у него вертикаль. Включаем. Не включается, потому что я не подсоединил его к сети. Потому что логическая сеть и электрическая — это разные сети. Если вдруг кто не знал. Так я вот забываю об этом постоянно, сам себе напоминаю. Вот, это вертикаль. Мы ее считали. Теперь надо подписать, что это у нас вертикаль. Высокий уровень Solar голода. Horizont. Это будет у нас Solar Vertical. Какой уровень голода, говоришь? Слезай давай, дружище. И доедай свой батончик. Критический уровень обезвоживания. Уже можно распаковать и все. Это вот мои два батончика. И один еще в НЗ лежит. Так что я прям, можно сказать, вовремя муку начал получать.
Что у нас здесь? Растет, растет, растет. Здесь сбор даст 5 штук пшеницы, но пока не дает семена. Давай дождемся семян. Будут семена отложенных, они не портятся. Это у нас Solar Vertical. Тут мы, значит, Solar Vertical. Ага, а здесь у нас будет 90 градусов, мы так и назовем 90 angle. 90 градусов это половина от 180 от диапазона, в котором панель может вращаться. Так, мы берем наши 90 Solar Vertical. Берем здесь наш тут много всего. Нас интересует вот эта штука Solar Vertical. Оп, проскочил. Назад. Ага. Vertical ты отсюда можешь взять. Надо отсюда брать. Эта штука у нас в разных логических сетях. Тогда соединим их между собой. Вот он, 90 Angel и Solar Vertical. Нам надо сабстракт это отнимать. Что мы тут имеем? Минус 34 получается. Собственно, это у нас будет пересчитанный стол. Это у нас будет Solar Vertical. Даже не Solar, а уже Panel, наверное, да? Panel Vertical. Это тогда будет Panel Horizontal. Хотя это же Solar. Да, это Solar. Хорошо, Panel Vertical. Берем здесь наш Panel Vertical. Вертикальные панели. Вот так. Нас интересуют солнечные панели и значение Vertical. Тут других-то нет. Вот Horizontal Vertical. И пишем. Посмотрим сейчас, куда оно все повернется. Думаю, все в разные стороны повернутся. Потому что еще есть такое понимание, как начальная позиция самой солнечной панели. Так. Что я споткнулся? Ага. Понял, что. Я думаю, его может разобрать, пока этот кондием мешает. Растет. Ор даст 5 пшеницы. Так. Ну что, панели повернулись. Они повернулись, одни к солнцу, одни от солнца. Вот эти все в ряд повернулись. 90 градусов направляющая у них основная. А вот эти нет, надо их повернуть туда, под 90 градусов. Поэтому я их сейчас отковыряю и разверну. Иначе я не смогу получить с них энергию нормально. Я отковыряю их выходы. Да. Так. Теперь мне нужно сами панели отковырять. И, значит, направить вот в эту сторону. Так.
2, и вот тут вот будет 3. Здесь также. Вот она уже поехала. Еще нет панели солнечной, она уже поехала. Дружно все в один ряд на солнышко. Я надеюсь, что на солнышко, а не куда-нибудь в другую сторону. Так. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас они вылезут. Вылезет солнце, и мы поймем, в какую сторону на самом деле их надо поворачивать. Тебе же хочется, да? Пьем, попьем. Скоро будут семена, заберем. Мне нужно будет понять, с какой скоростью мне нужно, сколько мне нужно будет пшеницы, потому что один злаковый батончик в день, я, наверное, ем их 2, а растет оно как бы не так быстро. Нужно будет увеличивать размеры плантации. И надо будет еще понять, в какую сторону действительно должны быть повернуты панели. Еще надо вот что сделать. Может сделать так, чтобы они не вертелись, не тратили энергию. Хотя они же не тратят ее. Физический поворот. Чипы работают всегда. Экономить я на чипах не смогу. Можно и БП прицепить, чтобы чипы работали независимо. Хотя у меня сейчас вся система на одном БП. Подождем утра. Еще одну вот сюда поставить панель. У меня сейчас место есть, но у меня нет материалов. Вот эти маленькие, если что-то, можно будет, наверное, утилизировать. Ну, не утилизировать, пусть они стоят. Повернуть их куда-нибудь. Что там оно? Солнышко. А этот тоже должен быть повернут на 90 градусов. Тогда будет все правильно. А он куда повернут? Он повернут сейчас тыльной стороной на 90 градусов. В принципе, согласно рекомендациям коллег по цеху. Может их повернуть. Солнце-то там. Давай поэкспериментируй. Вот одну поверну. Потом уже, если что-то и все поверну. Повернуть ее. Чё говоря, надо вырезать кусочек провода. Зацепить этот кусочек провода. Да? Под него подлезешь, когда он с той стороны. Вот на эту сторону. Хвостик поставить от панели.
Это мне подсказывает, что вот солнце выйдет там, а не вот там. Эти панели как раз его поймают. Ну да, да. Все-таки да. Сделаем вот здесь хвостики. Оно силовой кабель. Делаем поворот к солнышку сразу. Что у нас там? У нас там 99% эффективности на солнечной панели. 500 ватт, одна штука. В то же время, вот как обычно, и все еще неэффективно вообще. Просто потому, что нет поворота в нужную сторону. А мне вот с этой стороны. Так, кабели. Значит, коллеги, инженеры говорили правду, как поворачивать правильно панели. Все так, как и должно быть. Чем мне здесь кабель? А, вот он же силовой мой. Да, туда, да. То 99% эффективности. Правильная формула. Формула угла. Здесь 79, потому что, наверное, одна за другой находится. Такое есть подозрение. Хотя, ну вот эти вот, да, эти имеют прям эффективность максимальную. В то же время, как вот это еще только 20% эффективности набрала. Это 21. А здесь, ну, практически целевая эффективность. А эти 0, потому что поворот не туда. Сейчас их разверну. В принципе, сейчас уже имею на 3 панелях 1,5 киловатта. Буду с улицы вырезать, да? Да, это я пойду оттуда вырезать. Ну и ладно. Это что? А вот сюда. Хвостик получить. Ага. Придется на улицу идти. Давай, солнышко, выключайся, свет. Да, да.
Шлемчик закроем. Пойдем. Что у нас здесь? Уже нет, пока не могу. Семена хочу забрать, но пока не могу. Эх. И зарядка идет в данный момент на солнечных панелях без генератора. Уже это эффективно. Надо ли мне этот кабель с этой стороны? Думаю, его можно весь вырезать. А вон. Ну а эти буду изнутри прокидывать. Дайте меня внутрь. Так. Теперь у нас вот тут будет одна. Вторая. Ну, так как третьей у меня пока нет, но я все равно ее сделаю. Поставлю. Под третью можно сразу вот с этой стороны хвостик организовать. Ставим панели. Можно шлем снять. Панель. На вторая. Что-то не завелась, не поехала. Здесь энергия везде есть. Ага, вот он, кусочек недоделанный. Туда надо тоже как-то добраться, вот, поставить. О. Не только вот так надо. Что-то панель. Я не достану. Ну, здесь уже 56%, солнышко заходит. Можно было эти панели поднять теперь выше процентов. 70, 52. Вот это вот самое на солнце находится. 69% еще дает. Ну что, солнечные панели теперь имеют, скажем так, ту максимальную эффективность, которую я могу в данных условиях получить. На чипах. Вот схема. Всего 6 элементов схемы. Масштабируется любое количество панелей, патчрайтеры. Вот, и дальше что? Дальше у нас повысится эффективность той энергии, которую я недополучал. Ну и какое-то время я просто вообще ее не получал, потому что у меня был кабель перебит. Я его не соединил. Так, ну, жил на генераторе. То моя пшеничка. Вот, могу семена взять.
Стой, да, могу взять семена. Вот я вернул свои 3 семечки, которые посадил. Здесь я могу взять уже саму пшеничку. Собрать. Приятно, я вам скажу, приятно свой урожай. Хоть и в цифровом формате, но все-таки. Посадим еще 2. 8 осталось. Посмотрим, он 8 штук нам сделает. Или только одну изготовит. Сейчас посмотрим, сколько будет. 40 граммов. Да, все-таки состакал. Тоже приятно. Такой кубик красивый. Пшеница. Ну, эти я могу только состакать через стакер. Это можно было не складывать. Вот, моя пшеничка. Мой урожай. Теперь я не умру с голоду. У меня есть 50 граммов. 50 граммов это будет один батончик. Целый один батончик. Ну что, дорогие друзья, серия подошла к концу. Спасибо вам за ваши просмотры, за вашу поддержку, за комментарии. Пишите еще комментарии, рассказывайте, как вы это делаете, как вы выживали в первый раз, может быть, после длительного перерыва в игре или, в принципе, вообще с первого раза. Я играю с длительным перерывом, года 2, наверное, не играл. Вот я много чего не помню, а много чего и не знаю. И мне очень интересно это все проходить практически с нуля, вот в таких условиях, какие есть. Мне интересно развиваться дальше. Следующая серия выйдет завтра. Пока.